Вулкан Бромо является чуть ли не самой популярной достопримечательностью на острове Ява в Индонезии. Сюда приезжают встретить невероятный рассвет, прогуляться через море песка и пощекотать нервы на краю кратера действующего вулкана. Классический маршрут туриста начинается в 3 утра на одной из смотровых площадок для встречи рассвета. Подъем до вершины несложный, займет примерно 15-20 минут. Ночью лучше взять с собой фонарик и теплые вещи, так как наверху очень холодно, около 10 градусов тепла. Место настолько популярно у туристов, что лучше заранее подумать об удобной точке наблюдения. Персональные гиды провожали своих подопечных в более тихие местечки. Наш водитель остался в машине, и мы сориентировались как смогли. Сам рассвет оказался действительно красивым. Кажется, что в небе смешалась вся палитра цветов. Панорама открыла вид на вулканическую кальдеру Тенгер, внутри которой находится несколько активных и спящих вулканов, включая Бромо. Внутренняя часть кальдеры заполнена вулканическими песками и пеплом и получила название «Море песка». Именно туда мы и направились дальше. Дорога на подъезде к смотровой площадке была заставлена джипами на несколько километров. Найти правильный джип, на котором мы сюда приехали, оказалось целым квестом. Несмотря на то, что мы сфотографировали цвет и номер машины, мы все равно ошиблись. Простояли рядом с джипом примерно полчаса в ожидании водителя. И когда уже собирались сесть внутрь, другие водители нам сказали, что это не наша машина. Оказалось, что цвет был правильный, и номер почти тоже, но отличался в одну букву, чего мы не заметили после бессонной ночи. Плюс, пока мы любовались рассветом, наш водитель переставил машину на другую сторону дороги. Так что если будете в этих краях, внимательно запоминайте опознавательные знаки. А еще лучше, возьмите номер телефона водителя. Расстояние от новой стоянки машин до подножия вулкана примерно 2,5 километра. Дорога проходит через море песка, ту самую кальдеру, которую наблюдали во время рассвета. Пешком можно дойти минут за 30-40, но если не хочется, местные предприниматели с радостью предложат услуги поездки на лошадях или мопедах. Название «Море песка» себя полностью оправдывает. Дорога местами рыхлая, ноги периодически утопают в песке, а из-за поднимающейся пыли сложновато дышать. Кульминацией маршрута является подъем к кратеру вулкана Бромо. По склону проложена каменная лестница, на которую нужно заложить еще минут 20-30. Подъем хоть и не самый легкий, но вознаградит вас возможностью заглянуть в самое жерло. Бромо – это действующий вулкан, который регулярно проявляет свою активность в виде выбросов дыма и пепла. Последнее значительное извержение произошло в 2016 году. Именно поэтому экскурсии к кратеру вулкана проводятся только под присмотром работников национального парка.
Несмотря на постоянную опасность, вблизи вулкана до сих пор живут люди. Коренной народ Тенгера ежегодно проводит здесь фестиваль Касада, во время которого совершают различные ритуалы и обряды. Одним из таких обрядов является жертвоприношение духом вулкана. После молитвенной церемонии местные жители бросают в кратер вулкана фрукты, рис, овощи, цветы и даже домашний скот. Эти жертвы символизируют благодарность и просьбу о защите и благополучии. Хотя фестиваль является религиозным и культурным событием для тенгеров, туристам тоже разрешается наблюдать за церемониями и даже участвовать в некоторых из них. Обычно фестиваль приходится на конец июля или начало августа. Но так как тенгерский календарь основан на лунных циклах, точные даты проведения меняются каждый год и зависят от фаз Луны. Вулкан Брома расположен в восточной части острова Ява в Индонезии. Прямо рядом с вулканом находится деревня Чемора-Лаванг, та самая, где живут местные жители. Зачастую туристы останавливаются на ночлег именно в этой деревне и уже отсюда организуют осмотр окрестностей. Но дорога до деревни не совсем очевидна. Сначала нужно добраться на поезде или самолете до одного из ближайших крупных городов – Маланг или Пробалинга, а затем взять такси или местную маршрутку без точного расписания и точной стоимости. Задача как будто не очень сложная, но логистически нужно учесть время на дорогу не только туда, но и обратно. В нашем случае маршрут следовал в центральную Яву. Поезд из Пробалинга до Джакьякарты отправлялся в 6 утра. Был риск на него не успеть из деревни, поэтому мы остановились в Пробалинга. Несмотря на то, что Пробалинга также популярен у туристов для ночлега, здесь практически нет выбора отелей. В этом плане лучше выбирать Маланг. Там мы видели в разы больше достойных вариантов. Но в Маланг нам не удалось купить билеты на поезд из предыдущей локации. Их разбирают на 2 недели вперед, так что об этом лучше подумать заранее. В Пробалинга до вулкана Брома мы взяли организованную экскурсию, о которой договорились в тот же день в отеле. Стоимость включала трансфер, входные билеты в национальный парк и завтрак. Дорога в одну сторону заняла чуть больше часа. Из Маланга также можно организовать экскурсию, но дорога займет уже 1,5 часа. Если вам важен комфорт и качество проживания, лучше остановиться в Маланге. Посещение вулкана Брома часто объединяет в одну экскурсию с восхождением на вулкан Иджен. Это популярное направление, и в интернете легко можно найти различные комбинации этой экскурсии. Иногда сюда привозят прямо с острова Бали. Мы также побывали на 2 вулканах, но большую часть логистики организовывали самостоятельно. Про Иджен был мой предыдущий выпуск, где я также подробно рассказала, как можно добраться и что нужно учесть. Наш маршрут по Яве двигался с востока на запад, поэтому сначала мы посетили Иджен, а потом Брома. Оглядываясь назад, я бы поменяла их местами, потому что Иджен оставил настолько сильные и яркие впечатления, что после него сложно было чему-то удивиться. Брома действительно интересный и красивый вулкан, но в наших глазах Иджен его немного затмил. В любом случае советую приезжать на Яву и исследовать вулканы самостоятельно. Это действительно необычный опыт, который наверняка оставит яркие впечатления в вашей жизни. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оставляйте в комментариях свои впечатления и делитесь. Рискнули бы вы пройтись по краю действующего кратера вулкана?